Доктор Ратия, видный деятель уважаемой гильдии эрудитов в Ханкай Стар Рейл, является ученым-светилом, чьи занятия часто вызывают споры. Его наследие в равной степени почитают и обсуждают в общественных кругах, но на родной планете Веритас о нем снято не менее 8 документальных фильмов и более дюжины мемуаров. Эти хроники рассказывают о его легендарных подвигах, сочетая научные триумфы с проблесками его личной саги. Мнения о докторе Ратия самые разные, от восхищения до скептицизма. Однако общее мнение остается неоспоримым. Доктор Ратия – незаменимый оплот в сфере научных инноваций, и его вклад оставил неизгладимый след. Веритас – единственный обладатель высшей ученой степени престижной Высшей Академии Истины за последние 2 эпохи Янтаря. Эта награда свидетельствует о его непревзойденном мастерстве во множестве дисциплин, охватывающих биологию, медицину, естественную теологию, философию, математику, физику и инженерное дело. Масштабы этого признания вызывают отклик в интеллектуальных кругах, вызывая уважение и восхищение коллег. Однако в научных эшелонах не утихают перешептывания. Эта история, завуалированная спекуляциями и интригами. Ходят слухи, что в далеком прошлом доктор Ратия стремился занять место в рядах общества гениев, прославленными членами которого являются Герта, Руан Мей и Скрулум. Однако, несмотря на множество открытий и научных трудов, приписываемых ему, взор общества ни разу не остановился на докторе Ратия. Этот анекдот остался в аналах интеллектуального дискурса, вызывая сочувствие и размышления у эрудитов. Некоторые относят надзор общества к эксцентричности и ограничениям, присущим самому гению, что бросает пикантную тень на повествование. Путешествие доктора Ратия остается ярким свидетельством сложного взаимодействия между гением, признанием и загадочной динамикой, управляющей сферой непревзойденного интеллекта. Кратко о навыках доктора Ратия. Доктор Ратия, представитель пути охоты, специализируется на выявлении и использовании уязвимых мест в одиночных целях. В его арсенале эзотерическая форма урона, мнимого типа, стратегически используемая против противников, восприимчивых к этому уникальному элементу. Попадание в слабого к этому элементу противника или истощение его запаса, стойкости, может вызвать желанный статус, заключение, на мгновение сковывающий действия противника и снижающий его скорость, критическое преимущество в бою. Центральным элементом мастерства доктора Ратия является его бонусных атак. Вероятность срабатывания этих мощных ударов зависит от накопления негативных статусов у противника. Изначально шанс активировать бонусную атаку составляет скромные 40%. Однако каждый дополнительный негативный эффект, наложенный на противника, увеличивает эту вероятность на 20%. Эта отличительная черта делает доктора Ратия не только совместимым с союзниками, следующими по пути гармонии, но и устанавливает синергию с товарищами, стоящими на пути небытия, поскольку их способности напрямую влияют на наносимый им урон. Благодаря умению использовать уязвимости и негативные эффекты доктор Ратия становится грозной силой, способной переломить ход битвы, используя слабости врагов. Преимущество доктора Ратия. Высокий урон по боссам или по одной цели. Доктор Ратия умеет наносить значительный урон боссам, что делает его грозным DPS для таких локаций, как виртуальная вселенная и зал забвения, где преобладают элитные враги и боссы. Конкурентное преимущество. Доктор Ратия поддерживает конкурентоспособность в рамках пути охоты и выгодно отличается от других представителей пути разрушения. Его высокие позиции обусловлены мощными бонусными атаками и слаженной синергией с героями пути небытия. Встроенные бонусы, способность обобщения расширяет возможности доктора Ратия, самостоятельно повышая критические боевые показатели, такие как крит-урон и крит-шанс. Эта способность хорошо работает, если ее дополняют персонажи поддержки, способные накладывать на врагов отрицательные статусы, повышая общую эффективность героя. Недостатки доктора Ратия. Зависимость от ослабляющих эффектов. Бонусные атаки доктора Ратия в значительной степени зависят от наличия негативных эффектов на врагах. Чем больше негативных эффектов на цели, тем выше шанс активировать бонусные атаки с помощью таланта «Я думаю, следовательно, я есть».
Для оптимальной работы требуются спутники с пути небытия. Идеальным выбором будет серебряный волк. Характеристики на реликвиях. Тело. Сосредоточьтесь на крит-уроне или шансе крит попадания. Ноги. Отдавайте предпочтение скорости, а силу атаки рассматривайте по ситуации. Планарная сфера. Мнимый урон. Соединительная веревка. Приоритет. Сила атаки. Вспомогательные характеристики. Шанс крита и урон от крита, необходимы для увеличения урона. HP – защита, сопротивление эффектам, не обязательно, но может способствовать выживаемости и устойчивости в боевых сценариях. Сила атаки необходима для увеличения общего урона. Стремитесь к более высоким значениям. Скорость важна для частоты действий и использования умений. Оптимальный итог. Сила атаки – 2500 единиц или выше. Скорость. Стремитесь к скорости не менее 120 единиц или 135 единиц при использовании особых планарных украшений. Здоровье. Достигните 3000 единиц или выше, чтобы повысить выживаемость. Критический урон не менее 150% для оптимального урона. Шанс критического попадания 50% и выше. Лучшие световые конусы для доктора Ратия. Крещение чистой мыслью. Повышает критический урон и усиливает урон от способностей. Дает статус «Дискурсия», позволяющий доктору Ратия и его бонусным атакам игнорировать определенный процент защиты противников. Обладает множеством положительных эффектов, что делает его лучшим конусом по сравнению с первым Эйдолоном для доктора Ратия. Тревога и блаженство. Усиливает исходящий урон от бонусных атак и повышает шанс критического удара. Присваивает статус «Приручение», увеличивая получаемый противником урон и служа источником ослабления, влияющие на бонусные атаки доктора Ратия. В ночи. Увеличивает урон от умений и суперспособности, важнейших навыков для доктора Ратия. Примечание: для достижения оптимального эффекта необходимо увеличить скорость по крайней мере до 120-130 единиц. Мертвецкий сон. Дает значительную прибавку к критическому урону без дополнительных уровней наложения. Увеличивает шанс крита во время боя, особенно полезен на ранних стадиях игры для балансировки боевых статов доктора Ратия. Фехтование. Эпический световой конус, который при полном пробуждении превосходит большинство легендарных оружейных карт. Дает существенную прибавку к урону на 40-80% во время боя с одиночными целями. Круиз по галактике. Легендарный световой конус можно приобрести в магазине Герты. Обеспечивает значительное увеличение шанса крита, позволяя сосредоточиться на других боевых показателях при улучшении реликвий. Увеличивает шанс критического попадания и силу атаки в определенных боевых условиях. Весенние потоки рек. Увеличивает исходящий урон и скорость передвижения. Стабильность в предоставлении усилений, обновление эффектов даже при атаке на доктора Ратия. Остается лишь тишина. Увеличивает силу атаки, влияя на урон основных умений доктора Ратия, включая бонусные атаки. Повышает шанс крита в бою с двумя противниками или соло-целями, значительно увеличивая наносимый урон. Лучшие наборы реликвий для доктора Ратия. Головорез бандитской пустыни плюс сжигающий дотла герцог 2+2. Предлагает мощное комбо 2+2, обеспечивающее значительное увеличение эффективности доктора Ратия. Включает в себя процентный бонус к мнимому урону, основной элемент доктора Ратия, и процентное увеличение бонус атак, основной источник DPS. Головорез бандитской пустыни. Дает прибавку к мнимому урону и крит-шанс и крит-урон. Для оптимальной работы комплекта требуется вельт в отряде. Сжигающий дотла герцог. Дает прибавку к урону от бонус атак доктора Ратия. Примечание: не удастся полностью реализовать преимущество комплекта из 4 частей. Планарные украшения для доктора Ратия. Замершие салсотта. Считается оптимальным набором планарных украшений для доктора Ратия.
Дает прибавку к исходящему урону от ульты и, что немаловажно, предлагает дополнительный урон от бонус-атак. Критический шанс, равный 50%, имеет решающее значение для эффективной активации эффектов набора. Небесный фронт Глоттеромер. Альтернативный выбор, если компоненты набора, замершие Салсотто, недоступны. Дает бонус к силе атаки и пассивно увеличивает урон Доктора Ратия. Для оптимальной работы комплекта необходимо достичь заданной минимальной скорости 135 единиц. Игра за Доктора Ратия в Honkai Star Rail сводится к поддержанию негативных эффектов на врагах, чтобы постоянно вызывать бонусные атаки. Чтобы оптимизировать его игровой процесс, выполните следующие действия. Поддерживайте негативные эффекты, обеспечьте не менее 3 отрицательных ослабляющих эффектов на врагах, чтобы активировать бонусную атаку Доктора Ратия. Для наложения дебафов используйте его собственные умения и умения героев поддержки, таких как Серебряный Волк, Вельт или Пелу из Пути Небытия. Последовательность умений. Используйте умение Доктора Ратия, чтобы снизить сопротивление, а затем ультимативное умение Пелы, чтобы снизить защиту. Экипировав Пелу световым конусом, решимость сверкает, как жемчуг пота, вы еще больше ослабите защиту противника. Постоянная активация. Стратегически грамотно применяя эти дебафы, вы сможете добиться постоянной активации бонусной атаки Доктора Ратия против одиночных противников. Его шанс крита, урон крита и общий урон будут увеличиваться благодаря изученным следам, таким как обобщение и умозаключение. Поддержка саппортов. Чтобы повысить эффективность Доктора Ратия, воспользуйтесь другими возможностями, например, экипируйте фирменную карту оружия Крещение чистых мыслей или используйте дополнительных героев поддержки, способных накладывать различные ослабления. Ротация. Начните использовать приемы героев поддержки перед боем, накладывая на противников негативные эффекты. В течение всего боя активируйте способности героев поддержки, усиливающие Доктора Ратия, положительные эффекты с Пути Гармонии и отрицательные статусы с Пути Небытия. Во время своего хода используйте умение Доктора Ратия, интеллектуальная помощь, для получения урона и бонусной атаки, восстанавливающей 30 единиц энергии. Когда энергия ульты достигнет максимума, вызовите силлогистический парадокс, а затем атакуйте противника, находящегося под действием статуса «Недальновидность мудрецов» союзным героем, чтобы вызвать еще одну бонусную атаку. Чередуйте активацию умений и ульты, избегая использования базовой атаки Доктора Ратия, пока другие герои занимаются восстановлением очков действия. Я рад, что смог помочь вам с информацией для билда Доктора Ратия в Honkai Star Rail. Если вы нашли это руководство полезным и хотели бы получить больше материалов, отвечающих вашим игровым потребностям, не забудьте подписаться на наш канал для получения будущих обновлений. Нажмите кнопку «Мне нравится», если вам понравилось руководство, и не стесняйтесь оставлять любые дополнительные вопросы или пожелания в комментариях ниже. Счастливой игры, и пусть ваши приключения в Honkai Star Rail будут успешными!